Приветствую вас на своем канале. С вами Наталья. Сегодня готовлю вареники с голубикой на пару. Покажу, как приготовить пышные вареники на кефирном тесте, которое получается мягким, нежным и хорошо удерживает большое количество сочной голубики внутри. Все решают несколько простых моментов, о которых многие даже не задумываются. Приступим. В глубокую миску наливаю кефир комнатной температуры. Добавляю соль и перемешиваю. Постепенно всыпаю просеянную муку. А сверху на муку добавляю пищевую соду. После чего замешиваю мягкое эластичное тесто. Сначала в миске, а потом перекладываю на коврик и продолжаю замешивать. Тесто не должно быть слишком крутым, иначе вареники не будут такими пышными и нежными. Готовое тесто накрываю и оставляю отдохнуть примерно на 10-15 минут. Рабочую поверхность и скалку присыпаю мукой. Далее раскатываю тесто пластом толщиной 3 мм. В этом случае сочная ягода будет просматриваться, зато тесто будет очень тоненькое. Вторую часть обрезки я раскатала толще, толщиной 5 мм. Визуально они красивее, но в данном случае тесто будет толще. На нашем канале уже есть видео приготовления вареников на пару с творожной начинкой. Ссылка появится в правом верхнем углу. Вырезаю кружочки, диаметр вырубки 6 см. Оставшееся тесто собираю и убираю в миску, накрыв полотенцем, чтобы оно не подсыхало. Голубику перебираю, удаляю поврежденные ягоды и аккуратно промываю. Затем обязательно обсушиваю, чтобы на ягодах не оставалось лишней влаги. На каждый кружочек выкладываю свежую голубику. Обычно в один вареник помещается 4-6 ягод, в зависимости от их размера. Края теста хорошо соединяю и тщательно защипываю классическим способом, чтобы во время приготовления сок оставался внутри. Во время лепки вареников кружочки накрываю полотенцем, чтобы они не подсыхали, и достаю кружочки из-под полотенца по мере необходимости. Так поступаю, пока не слеплю все вареники. В кастрюлю наливаю воду, а сверху устанавливаю вкладыш для приготовления на пару и слегка смазываю его растительным или сливочным маслом, чтобы вареники не прилипали. Ставлю кастрюлю на огонь и довожу воду до кипения. Раскладываю вареники на небольшом расстоянии друг от друга. За один раз у меня помещается 8-9 штук. Накрываю кастрюлю крышкой. После того, как вода закипит, готовлю вареники ровно 5 минут. За это время тесто становится пышным и воздушным, а голубика успевает прогреться, сохраняя большую часть сока внутри. Вот так будут выглядеть вареники. Это вторая партия, когда тесто раскатываем толще. Готовые вареники аккуратно снимаю лопаткой и сразу перекладываю в глубокую миску, в которой уже лежит кусочек сливочного масла. Накрываю миску крышкой, чтобы вареники оставались горячими, пока готовится следующая партия. Масло постепенно растает и покроет их тонким слоем, благодаря чему они не слипнутся и станут еще вкуснее. Таким же образом готовлю все остальные вареники. Подавать такие вареники лучше всего горячими. Они получаются необыкновенно пышными, с тонким нежным тестом и большим количеством сочной голубики внутри. Друзья, всю информацию о рецепте вы найдете, как всегда, в инфобоксе под видео. Если вам понравился рецепт, буду рада вашим лайкам, комментариям и подписке на канал. Спасибо, что готовите вместе со мной. И до новых вкусных встреч!